Друзья, приветствую всех на канале. Сегодня в видео хочу показать прививку винограда черным в зеленое и разобрать два основных способа прививки. Это в расщеп, а также окулировку почкой. Для прививки нам понадобится секатор, нож, прививочная лента, изолента, а также бирки для того, чтобы подписать сорт. Перед тем, как начать прививать виноград, нам нужно подготовить куст и оставить в среднем на однолетнюю лозу по 3-4 пагона. Это такой усредненный вариант. Далее уже нужно ориентироваться на куст, чтобы у нас лоза была и не тонкая впоследствии, и не жирующая. То есть здесь нужно поймать баланс. Этот кустик у нас мощный, пино нуар. То есть здесь будем делать прививок побольше. Там, где кустики у нас поменьше, следственно, будем и оставлять на нем меньше прививок. За один день до прививки следует также хорошо пролить куст, после чего можно начинать прививку. Далее, в какие сроки мы выполняем прививки? Обычно это у нас получается с 20 чисел мая по примерно 10 числа июня. Сейчас у нас 27 мая, Харьковская область. Виноград уже начинает цвести. Также мы ориентируемся по вот этому признаку. Значит, в принципе, в это время уже можно начинать прививку. И также сейчас срежу, покажу, какое должно быть еще одно условие для прививки. Срезал побег. И на месте среза у нас должно быть вот такая белая тонкая прослойка. Если ее нету, то еще, значит, рано начали, если она, вернее, тонкая. То есть, например, если откусить чуть выше, где у нас более травянистая часть, то можно видеть, она гораздо тоньше. То есть это еще не время для прививки. Эта часть у нас будет более травянистая, то есть она вот такая мягкая. И в этом месте будет более тяжелее приматывать прививку. То есть дожидаемся, когда этот слой станет чуть толще. В то же время, чтобы у нас не было сильно твердое. То есть сейчас он слегка мягенький, но уже твердый. То есть можно начинать прививку. Когда мы уже удостоверились, что куст у нас готов к прививке, можно приступить к подготовке привоя. То есть я заранее нарезал на одну почку наш привой, всех подписал и поставил на вымочку. Сейчас можно, кстати, заметить, как у нас привой вымачивается. То есть привой, который вымочился, он у нас вот такой стал зелененький на месте среза. Тот, который еще не вымочился, он у нас такой светлый. Вот, например, видно, как он постепенно напитывается частично. То есть начнем прививку с напитанного привоя. И первую прививку я покажу в расщеп. Для того, чтобы произвести прививку в расщеп качественно, нам нужно хорошо подобрать диаметры. То есть смотрим на привой с подвоем. Диаметры у нас совпадают. И далее будем резать наш клин. Начинать следует от почки и двигаться вниз. С одной стороны и с другой. После чего можно аккуратно подровнять. И наш клин готов. Эти части проще всего вот так сделать секатором. После чего клин макаем в воду. Далее делаем зарез на подвое. Ориентируемся на почку, то есть верхняя почка у нас была в эту сторону. И делаем раскол подвоя пополам. Делаем аккуратно, качающимися движениями. И сюда быстренько капаем капельку водички, чтобы у нас ничего не иссыхало. И далее вставляю наш привой. Так как у нас попал полностью диаметр, просто заматываем прививку. Если диаметр не попадает, привой у нас тоньше, то смещаем в одну из сторон. Смотрим, где у нас находится ближе почка, и именно на эту сторону смещаем. Сейчас у нас попало идеально, поэтому просто прививку заматываем. Вначале мы мотаем обычной прозрачной лентой прививочной, для того, чтобы загерметизировать прививку. Буквально несколько мотков. И уже сверху мотаем изолентой. Используем белую для того, чтобы прививка у нас не перегревалась. Также изоленту используем, потому что она у нас изолирует от света, от источника.
И в этом месте у нас лучше образуется каллус. Хорошо заматываем. За счет изоленты у нас получается отличное прилегание. И вот наша прививка готова. Для того, чтобы облегчить будущие работы, вот так загинаю хвостик. И через несколько месяцев можно будет, например, послабить прививку. То есть лучше вот такой хлястик всегда оставлять. И не забываем повесить нашу бирку с названием сорта. Все, сейчас подпишу и повешу. Следующий вариант прививки — это у нас будет окулировка почкой. Данный тип прививки хорошо подходит для тонких подвоев или наоборот, когда у нас подвой слишком толстый. Вот как можно видеть, он гораздо тоньше, и уже такой вариант в расщеп не сильно подходит. То есть сейчас нам нужно аккуратно срезать щиток с почкой. Аккуратно покачиваем еще движениями, срезаем наш щиток. Для меня пока что это самый сложный вариант прививки, но постепенно можно ему научиться. То есть вот так срезали наш щиточек. Это у нас сорт Алинка. Как видим, получилось с первого раза и довольно-таки ровно. Если не получается, можно подровнять, ничего страшного. И далее окунаем в воду для того, чтобы щиток у нас не иссыхал. Далее на подвое нам нужно постараться сделать такой же толщины срез. Если срез будет толще, то есть нам нужно поймать вот тот белый слой, который я ранее показывал, тогда мы нашу почку совместим в одну из сторон. То есть делаем наш аккуратно срез. Белую вот эту часть мы у себя нашли. И далее можно приставлять наш щиток. В принципе, по диаметру я попал. И далее можно его приматывать. Далее герметизирую вначале прозрачной лентой. Почку саму не заматываем, так как она у нас должна стартануть. Под прозрачной лентой хорошо видно. Смотрим, чтобы у нас щиток не сместился. И уже в конце втягиваю изолентой. Изолента хорошо у нас притягивает подвой к привою. Также прохожу почку мимо. Ее заматывать не нужно. Также оставляю хлястик. Все, прививка наша готова. В отличие от прививки в расщеп, где у нас срезается на месте узла пагон и в него вживляется расщеп, здесь нам нужно оставить хотя бы один лист над почкой, чтобы у нас прокачивалась влага. То есть гроздь вот эту удаляем. Можно еще так пасынок сделать, оставить. Все. Этого будет достаточно. Когда уже почка стартанет, можно будет прищипнуть и сам пасынок. Листик оставляем. Все. На этом прививка окулировки завершена. И, собственно, вот эти два варианта прививки мы используем у себя на виноградниках. Окулировка почкой и прививка в расщеп. Это два варианта прививки, которые у нас самые распространенные. Сделал вот еще одну окулировочку. И сейчас мне останется только перепривить полностью весь куст. То есть залог успеха прививки 50%. Это если мы перепрививаем весь куст и попадаем в хорошие сроки, когда у нас хорошая температура. То есть сейчас уже буду за кадром прививать остаток. И далее уже в следующих видео буду показывать результаты. Закончил прививку куста. И так как этот куст довольно-таки мощный, через прививки начала изливаться пасока. Это не сильно хорошо. И для того, чтобы избежать сильного излива через прививки,
концы рукавов я обновил. То есть излишнее давление будет стекать в этих местах. То есть нежелательно, чтобы пасока изливала саму прививку. И тем более попадала на почку. Немного ранее выполнил прививку черным в черное. Также окулировкой на рукав. Это вот одна прививка уже стартанула. Вот еще один вариант окулировки за кору. Как можно видеть, почка уже тоже стартанула. Это на многолетнюю древесину. Если будет интересно, пишите комментарии. Также сниму данный тип прививки. Вот у меня стоит куст, который я полностью перепривил утром. Большая часть здесь у меня выполнена именно в расщеп. Это был куст РПС. Решили мы его перепривить. И вот такой получился результат. Также в будущем буду показывать и его. И вот куст винограда, который в прошлом году я полностью перепривил. Сейчас на нем находится 12 сортов. И благополучно он у нас растет. То есть с помощью прививки можно поменять сорт. Если видео было полезным, ставим лайк, пишем комментарии. Всем пока-пока и удачи!